Новогодняя Москва, она прекрасна. Она, в принципе, в любое время прекрасна. И летом, и в начале мая, когда все зелено. Но вот в конце декабря, то есть сейчас, когда до Нового года осталось совсем ничего, а власти города ее украсили гирляндами, елками и прочими инсталляциями, вот есть ощущение этого праздника. Вот ни в одном другом городе его нет, а в Москве оно есть. И вообще меня подмывает мысль однажды сделать фильм про Москву, причем именно про новогоднюю Москву. Привет, друзья! Ну вот и закончился 2024 год, и мне хотелось записать какие-то итоги. Причем записать не просто ради контента, а записать еще и для себя, что потом через какое-то количество времени, там, через год, 2, 5, 10, открыть это видео и вспомнить, каким вот для меня был 2024 год. Мне кажется, это может стать неплохой традицией, которую я сейчас попытаюсь заложить. Мой год начался достаточно ярко. Я 9 января улетел в Сингапур для того, чтобы сесть там на корабль и отправиться в круиз до Гонконга. И вы уже могли видеть видео и из самого Сингапура, и из Гонконга, а также города и страны, которые я проезжал по пути. Но самое главное, вы, наверное, обратили внимание, что нет видео из круиза. А все это потому, что корабль, на котором я плавал, был прекрасный корабль, но это не корабль для съемки. Потому что на что нам всем интересно смотреть? На корабли, огромные гиганты, где есть различные водные горки, куча различных горок, где есть мини-гольф-поля или такой небольшой серфинг, да, для путешественников. Вот на моем корабле всего этого не было. Он был сильно меньше. Но в этом есть огромный плюс именно для путешественников. Потому что там меньше людей и, соответственно, меньше очередей. Меньше очередей вообще везде. На еду меньше очередей, там, на обеды, завтраки, ужины. Меньше очередей на концертные залы. Он сам корабль меньше. И поэтому он дороже. А те корабли, которые мне хочется снять, они в основном ходят в Карибском бассейне. Я просто принял для себя решение, что я поеду специально отдельно на другой круиз и сниму вам именно какой-нибудь новый корабль, который только что сошел с верфи и поставил очередной рекорд. Пускай там будет огромное количество людей и очередей, но я хочу вам показать именно большой корабль, который вам будет интересно смотреть. В этом году на моем канале должны выйти 2 travel-видео, которые уже отсняты. Это Макао, куда я отправился после Гонконга. Они находятся рядом. Бывшая португальская колония. Она будет монтироваться в первую очередь. И Баку, который я снимал в апреле, а потом еще и в октябре. Мы с друзьями поехали в апреле отмечать день рождения. И я думал, как раз заодно сниму. Я что-то, конечно же, снять успел, но я понял, что если ты едешь не один целенаправленно снимать, а у тебя есть отвлекающие факторы в виде друзей, то продуктивность своя резко падает. Поэтому я прилетел туда по осени и доснял все то, чего не успел снять весной. И у вас, кстати, в некоторых моментах будет возможность сравнить вот осенний Баку и Баку весенний. Так что ждите это видео. Под круиз я купил себе специально дрон для того, чтобы в Сингапуре, в Гонконге и в других городах, где останавливался, снять красивые футажи с воздуха. Но как только я в Сингапуре впервые его поднял, свой дрон, он так и тут же влетел в спортивную площадку, в металлическую лестницу, в металлическую конструкцию. Оказывается, у него были отключены датчики обнаружения препятствия. Я этого не знал. Мой дрон буквально через 3, максимум 4 секунды влетел в металлоконструкцию. Я подумал, новый дрон, новый дорогущий дрон с прекрасной картинкой, с прекраснейшей картинкой. И вот так его бездарно просто уничтожить. Но, как выяснилось потом, я его в Москве отвез специалистам, они посмотрели, там что-то, то, что выпало, обнажили какие-то провода, они вставили обратно, и он потом прекрасно работал. Просто нужно было включить датчики. Я даже своему дрону дал имя и записал к нему подводку. Так, друзья, пришло время познакомить вас с членом моей съемочной команды. Это Сикорский. Да, я тоже дроном даю имена. В этом году мне Дед Мороз, это прекрасное поведение, подарил еще один дрон, тоже DJI. Но это FPV-дрон DJI Avata для того, чтобы совершать какие-то скоростные пролеты. Знаете, пролеты, которые захватывают дух, которые можно и там и вверх, и вниз. Мне, конечно, предстоит еще на нем учиться. И в первую очередь сначала в авиасимуляторе, как этого требует регламент, чтобы сразу дрон не крашнуть. Но надеюсь, что в поездку, которую я собираюсь, я пока не буду говорить, надеюсь, что она состоится, потом вы это увидите видео. А я планирую, уже билет у меня есть на 25 января.
на 2 недели улечу, что мне удастся снять все красоты при помощи вот моей новой игрушки. В этом году, друзья мои, я опять поступил в МГИМО. Вы знаете, мне кажется, я такой вечный студент. Я впервые в МГИМО поступил в 2010 году, и тогда я уже был одним из самых старших на курсе. Это было второе высшее образование, потому что первое у меня образование — это Российская академия музыки имени Гнесиных. Я окончил в 2008 году, я джазовый пианист. Вот, а потом в 2010 я еще решил поступить на экономический факультет МГИМО. Но я тогда не сдал английский язык, и меня оттуда, можно сказать, пинком выкинули. Потом я учился еще в аспирантуре, но там мне не хватило денег, и тоже пришлось документы забрать. И вот сейчас, в 2024 году, я в 3-й раз поступил в МГИМО на факультет международный бизнес. Надо сказать, что это весьма интересный опыт, потому что в основном мои одногруппники 2002, 2003, 2004 годов рождения. Ряд многих слышал, в частности, от Александра, который еще пошел. Да. Что там все подготовлено, кто-то препарат. Я не так сказал. Вы классно цитируете. Я сказал, что были разрешенные СМИ, те, кого допустили. Это не одно. А разрешенные СМИ задают разрешенные вопросы. Я сейчас домысливаю за Александра, но если вы со мной спорить, он не будет. Получит 2. Ну зачем? Вы пока станете. Скажите, пожалуйста, вот. Да, это, конечно, из последних, вы же внимательно изучали. Я очень внимательно изучал. Слушайте, друзья, я сдал английский. Как я его сдал? Это одному Богу известно. Но факт то, что я его сдал. 22 августа 2024 года я создал этот travel-канал. И сейчас на нем, вот вы видите, электронные часы за мной 1720 подписчиков. Много это или мало? Наверное, не очень много. Но если учесть, что в России в 2024 году перестал, как раз именно в момент основания этого канала, перестал работать YouTube, наверное, это может быть и неплохой результат. В любом случае, я доволен тем, что я имею, и даже если сильно подписываться в будущем на этот канал не будут, я все равно буду продолжать снимать эти travel-видео, потому что я в первую очередь получаю сам от этого удовольствие. Конечно, любой блогер хочет, чтобы у тебя было много зрителей, большие охваты, и какие-то там в конечном итоге, может быть, рекламные интеграции. И с точки зрения музыкального канала, мне грех жаловаться, там все это есть. Travel — история для меня новая, но которая приносит мне какое-то колоссальное удовольствие. Я долго себя не могу заставить потом это монтировать видео, и никому нельзя это отдать на аутсорс, потому что я сам знаю, как я снимаю, я уже в процессе съемки понимаю, как я хочу что с чем смонтировать, и самое главное, у меня есть свои эмоции, свои ощущения, которые я хочу вам передать на монтаже, там, через музыку, через какую-то определенную склейку кадров, и я понимаю, что вот этот travel-канал — это моя очередная душа, но поэтому будем надеяться, что он также у меня пойдет. Я ни в одном своем видео не просил вас поставить лайк и не просил подписаться на канал. И я искренне где-то в глубине души надеюсь, что мне позвонит какой-нибудь продюсер, скажет: Саша, у тебя такие прекрасные travel-видео, давай мы поставим их в сетку на нашем канале. Я спрошу: а какая у вас доля? Интересно ли будет ставить? Так немножко повыпендриваюсь, это, конечно, я шучу. Вот, но вот в этом видео я вас попрошу это сделать. Если вы еще на канал не подписались, обязательно подпишитесь. Нажмите обязательно на колокольчик и выберите уведомления все. Так действительно вы поможете YouTube понять, что мой канал смотрит, что этот канал интересен. Самое главное, нажмите на лайки. Вот на всех видео, где вы еще лайки не прожали, это не так много, а помощь для канала будет просто огромная. Ну и в конце, друзья, мне хочется вам пожелать, чтобы все плохое, которое у вас было в 2024 году, в этом же 2024 году и осталось. Чтобы в 2025 году с вами были только самые близкие люди, чтобы все случайные пассажиры вашей жизни сошли, чтобы вы радовались встрече с каждым человеком, который встретите на своем пути. Будьте здоровы. Знаете, говорят, с Новым годом, с новым счастьем. Я не верю, что счастье может быть новым. Я точно понимаю, что у каждого оно свое. Для кого-то это путь, для кого-то это непосредственно какая-то самоцель. Но мне хочется вам пожелать, друзья мои, будьте счастливы. Не когда-нибудь там потом, а будьте счастливы здесь и сейчас, чтобы вы могли сказать себе: да, я по-настоящему счастлив. С Новым годом вас, друзья. Берегите себя.